За последние 3 месяца движения крипты такого нестабильного начала недели, как вчера, еще не было, поскольку в понедельник биткоин все-таки дал слабину, и вместо того, чтобы продолжать расти до 45 тысяч долларов, он упал на 7%, пробил ключевой уровень 42 тысячи и даже протестировал 20-дневную линию EMI, которая поддерживала его рост, начиная с середины октября. Альты также не оставались в стороне, потому что все монеты 150 потеряли от 7 до 15% своей стоимости. Как результат, всего за 12 часов на рынке были ликвидированы лонги на сумму 352 миллиона долларов. И более 117 тысяч трейдеров потеряли свои деньги. Да, для тех, кто открывали лонги и покупали крипту на хаях, ситуация не самая лучшая, потому что сейчас мы находимся на ключевом уровне, где биткоин либо продолжит падать до 35 тысяч, либо возобновит свой рост. И сейчас все хотят узнать, что же будет с криптовалютой дальше, ведь никто не понимает, насколько сильно может быть эта коррекция, а непонимание и страх инвесторов – это очень негативные факторы для криптовалюты. Поэтому в сегодняшнем ролике я хочу ответить на вопрос, что стоит делать во время текущей коррекции рынка. Начинать продавать или продолжать покупать? А если покупать, то какие монеты и на каких уровнях? Для этого мы проведем полный анализ биткоина, чтобы узнать, упадет ли он до 38 тысяч. Сделаем теханализ эфира, который все же продолжает сигнализировать о росте. Ну и конечно же обсудим самые перспективные альткоины этой недели. Так что обязательно смотрите видео до конца. А перед просмотром поддержите видео лайком. Мы оценили вашу поддержку под прошлым роликом, где вы уже набрали больше 800 лайков. Поэтому топ монет на следующий год в скором времени появится на канале. Но давайте не будем изменять нашим традициям и сегодня также наберем 800 лайков, чтобы новые интересные видео выходили гораздо чаще. За лайки вам заранее спасибо, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, уважаемые друзья, сегодняшний ролик мы не выпустили в понедельник, но это падение мы одни из первых разобрали в нашем телеграм-канале, где в отличие от YouTube мы всегда остаемся на связи и делимся самыми актуальными событиями. Поэтому, чтобы в будущем не тратить лишнее время на поиск важных новостей, обязательно подпишитесь на наш телеграм. Тем более сегодня мы опубликовали список монет, которые ожидают разблокировки токенов в декабре, что очень сильно повлияет на их цену, так что переходите и следите за этими монетами. Но есть и та информация, которая не попала в наш телеграм, поэтому давайте начнем именно с нее. И речь идет о причинах падения биткоина. Те, кто давно на рынке или как минимум начинали следить за криптой в 2022 году, знают, что крипта падает из-за каких-нибудь негативных новостей, наподобие банкротства бирж или хакерских атак. Но сейчас, когда все ожидают одобрения ETF и на протяжении целых 3 месяцев продолжают покупать криптовалюту, никаких плохих новостей не было. Но вопрос, почему же тогда упал рынок? Есть две ключевые причины, по которым упал рынок. Первая – это ликвидация лонгов. После того, как биткоин строго двигался вверх 2 недели подряд, мы столкнулись с сильным сопротивлением на уровне 44 700 долларов. Несколько дней цена поторговалась в этом диапазоне, но с каждым днем объемы снижались, волатильность падала, и биткоин сжался до такой степени, что не смог пробить это сопротивление, а он просто упал вниз, ведь ордеров на покупку не было. Таким образом, падение ликвидности и сильная перекупленность спровоцировали сильные ликвидации на сумму $500 миллиарда. Это очень большая сумма, и в последний раз такое было в ноябре, но только сумма была почти в 2 раза меньше. И получается, что за несколько часов более 117 тысяч трейдеров потеряли свои деньги, а на вот этом графике мы наглядно видим, что именно произошло. 4 декабря общий объем торгов на рынке превысил 37 миллиардов долларов, но уже 10 декабря объем торгов составил всего 19 миллиардов. То есть все, кто хотел купить биткоин, его уже купили, и продолжать накапливать по цене 44 тысячи никто не хотел, потому что индекс RSI кричал о перекупленности, поэтому все начали ждать просадку. Также ончейн индикатор, как, например, NUPL, который показывает соотношение чистой нереализованной прибыли к убытку биткоина и процент инвесторов, которые остаются в плюсе, превысил отметку в 0,5, впервые с декабря 2021 года. Проще говоря, сейчас большая часть инвесторов, которые покупали биткоин, остаются в плюсе, и это усилило давление на продажи и фиксацию прибыли. Но больше всех свою прибыль начали фиксировать майнеры, ведь снижение запасов биткоина у майнеров четко совпадает с увеличением биткоина на биржах, и получается, что майнеры либо готовятся, либо уже продали часть своих монет, и как результат еще сильнее обвалили рынок. Тем не менее, за счет халвинга в следующем году майнеры будут продавать все меньше и меньше, потому что сейчас они наоборот вкладывают более $1 миллиарда в оборудование и готовятся к следующему году, когда биткоин станет еще более дефицитным. Тем более сейчас потенциал роста биткоина остается сильным, особенно на широких таймфреймах, и более сильного обвала не произойдет, пока RSI не пробьет уровень 70, а за счет таких данных RSI биткоин будет удерживаться вот в этих высоких диапазонах, чтобы продолжить двигаться к более высоким уровням. И вот в этом видео я говорил, что покупать стоит только на коррекции и только частями, чтобы вы всегда могли усреднить цену в случае таких просадок. И как вы видите, это был очень правильный совет. Коррекция — это нормальный процесс для любого рынка и для любого актива.
а постепенное накопление только увеличит профит от ваших инвестиций. Но любое падение — это не только возможность купить монеты по более низким ценам, но и еще отличное время, чтобы зарабатывать на шорт-сделках. Аналитики нашей подписки Coin22 Pro давно следили за монетой Render, и когда увидели, что она готова выйти из торгового диапазона, открыли шорты. Эту сделку получили все участники Pro и заработали более 50% прибыли. Благодаря подписке Pro вы ежедневно будете получать лучшие точки входа, подробный анализ рынка, а также рекомендации по сбору портфеля в долгосрок. А если вы новичок, то на старте вы сразу получите пошаговое обучение и сопровождение 24/7. Всю самую важную информацию и ответы на многие вопросы вы всегда можете найти на нашем официальном сайте. Ну а чтобы поучаствовать в новогодней акции и начать зарабатывать с подпиской Pro уже сегодня, прямо сейчас напишите нам по ссылке в описании. Также по биткоину хотел вам показать этот график, на котором мы видим похожие откаты, а также большие ликвидации во время восходящих трендов. Обратите внимание, что перед каждым крупным циклом, будь то 2020 или 2021 года, биткоин всегда снижался, причем иногда даже на целых 15, а то и 20%. В это время розничные инвесторы, или так называемые слабые руки, продают, а вот сильные руки в виде китов и фондов продолжают накапливать. Да, эмоционально сложно бороться с тем, что вы купили на хаях, и страх кричит вам продавать. Но для этого первое, что вам нужно сделать, это посмотреть наше видео, где я рассказывал, как бороться с FOMO, а второе — присмотреться вот к этому диапазону с поддержкой на уровне 50-дневной линии EMI. Уже как минимум здесь можно установить первые ордера на покупку, чтобы усреднить ваш биткоин примерно до половины снижения, ведь вряд ли мы увидим, что биткоин продолжит падать до этой важной линии поддержки, а положительным катализатором для биткоина может стать завтрашнее заседание ФРС. Ставку, конечно же, оставят на старом уровне, а вот Джером Пауэлл, скорее всего, подведет итоги года и скажет, что же нас ждет дальше, поэтому будем следить за возможной волатильностью. И, кстати, главные тезисы с пресс-конференции Пауэлла будут в нашем телеграм-канале, поэтому проверьте, подписаны вы на него или нет. Теперь давайте перейдем к главному альткоину, а именно эфиру, потому что также есть очень много вопросов, упадет ли он ниже $2000. Цена эфира быстро выросла с начала октября, и 5 ноября он вырвался из линии нисходящего тренда, что еще больше ускорило его рост. А после недолгого отклонения от диапазона сопротивления, цена эфира достигла нового максимального уровня, который составил $2403. Но вчера эфир упал до первой поддержки на уровне 20-дневной линии EMI. Вот только если на дневном графике сложно четко оценить, в каком тренде находится эфир, недельный график сигнализирует о сильном бычьем тренде, и главная причина — это пробой долгосрочного горизонтального сопротивления на уровне $2000. И здесь вы можете увидеть, что это сопротивление ограничивало рост эфира, начиная с апреля 2022 года, поэтому если говорить о прогнозе его цены, эфир будет расти. Тем более в прошлом ролике я говорил, что он успешно вернулся на вот эту восходящую линию тренда на графике по отношению к биткоину, а это, как правило, является положительным сигналом. Поэтому точно так же, как и с биткоином, присмотритесь вот к этому диапазону и выставляйте несколько уровней для накопления на разных ценах. Если взять общую капитализацию альткоинов без учета эфира и биткоина, мы видим, что после того, как мы пробили годовой максимум, началась коррекция. Но такое же снижение альтов было и в ноябре, когда капитализация упала на 9%. Поэтому ничего страшного на рынке не произошло. И если у вас появляются мысли продать альты или биткоин, не делайте этого. Они обязательно вырастут. Просто наберитесь терпения и ждите. Но если у вас есть свободный USDT и вы думаете над покупкой альтов, давайте я вам покажу некоторые интересные варианты, которые можно купить по хорошей цене во время текущей коррекции рынка. И первая монета — это Solana. Да, о Solana я говорю почти в каждом видео. И делаю это не просто так, потому что если мы вспомним прошлый ролик, который выходил пару дней назад, вы увидите, что я говорил о первом накоплении на уровне $68. Поэтому если вы не успели купить ее по 30, 50 или $60, хотя я вам говорил, что стоит купить, понаблюдайте за вот этим диапазоном и также покупайте частями выше уровня $60. Также обязательно обратите внимание на AVAX, который продолжает удивлять своим сильным движением. Ведь AVAX пробил 750-дневную линию нисходящего сопротивления, которая сформировалась после исторического максимума. Если использовать волны Элиота, то вероятный сценарий указывает на то, что цена AVAX находится на пятой и последней фазе своего восходящего движения, которое началось в октябре. И если восходящий импульс сохранится, первой целью станет уровень $44, потому что пятая волна будет в 0,6 раз превышать общую длину первой и третьей волны. Поэтому для покупки можно использовать диапазон с поддержкой на уровне $30. Во время падения себя также неплохо показали оптимизм, который сейчас торгуется выше $2, и монета Render, которая продолжает пробивать новые годовые максимумы. Так что, возможно, эти два кандидата даже попадут в наш будущий топ, и мы расскажем о них более подробно. Но так, если в целом взять движение всего рынка, то оно было ожидаемо, и эта коррекция рано или поздно наступила бы. Тем не менее, общий новостной фон до сих пор остается положительным. Все готовятся к одобрению ETF, а сильные руки играют на нашем страхе и хотят, чтобы мы ушли с рынка. Но никак
никогда не поддавайте своим эмоциям, а лучше придерживайтесь своей стратегии и не забывайте про соотношение 70-20-10. Не нужно закупаться на все деньги альтами, лучше больше купить биткоина, ведь чем больше биткоина в вашем портфеле, тем спокойнее вы будете спать, а хороший сон – это залог вашего успеха. Как всегда, больше новостей и больше информации есть в нашем телеграм-канале, так что подписывайтесь. Не забывайте про колокольчик, чтобы первыми смотреть новые ролики, и увидимся очень скоро. Всем желаю удачи, до скорых встреч!